Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очень интересная тема. В этом видео я вам расскажу о своих самых любимых советских фильмах. Эти фильмы настоящая классика, потому что помогают понять историю, культуру и характер русского народа. Если вы изучаете русский язык, то это видео точно для вас. Так что давайте начнем. В этом видео я буду говорить медленно, но вы можете включить субтитры на русском языке или на английском или испанском языках. Так что решайте, как хотите. Если нужны вам субтитры, то можете их включить. Давайте начнем с первого советского фильма, и его название «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это выражение «с легким паром» мы говорим человеку, который ходил в баню и который выходит из бани. Он помылся, попарился в бане, и поэтому мы говорим ему «с легким паром». Баня – это такое место, где очень жарко, там очень много пара. Люди ходят туда, чтобы помыться, попариться, расслабиться. Это место очень помогает, чтобы восстановить силы. Итак, этот фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» – это не просто фильм. Это настоящая новогодняя традиция, потому что миллионы людей, говорящих на русском языке и выросших в России или в Советском Союзе, смотрят этот фильм 31 декабря. Каждый год 31 декабря показывают этот фильм по телевизору. Сюжет этого фильма очень простой. Главный герой, которого зовут Женя, идет со своими друзьями в баню. А у них такая традиция – каждый год перед Новым годом ходить в баню. И вот Женя и его друзья очень сильно напиваются. Это значит, что они выпили очень много алкоголя. И Женя перепутал. Он по ошибке улетел в другой город. Он живет в Москве, но он улетел на самолете в Санкт-Петербург. Представьте, он говорит таксисту, когда выходит из самолета, он говорит таксисту свой адрес. Он достает ключ и открывает дверь своего дома, своей квартиры. Заходит в эту квартиру, думая, что это его дом. Но это другой город, это Санкт-Петербург. И в этой квартире живет женщина, которую зовут Надя. Так вот, эта случайная встреча полностью изменит их жизни. Это романтическая комедия. Там очень много юмора, красивой музыки. Поэтому я очень люблю этот фильм, и я вам очень советую его посмотреть. Теперь
давайте поговорим о втором моем любимом фильме, который называется «Москва слезам не верит». Звучит интересно, ведь правда? А что это значит? Как вы думаете? Москва слезам не верит. А это значит, что в этом городе нужно действовать, а не жаловаться. Жаловаться – это когда мы говорим, что что-то не получается, что все плохо, когда мы недовольны. Итак, сюжет этого фильма очень простой. 3 подруги приезжают в Москву в поисках своего счастья. Они хотят быть счастливыми, они хотят реализовать свои мечты, и поэтому приезжают в Москву. Чего же они хотят? Антонина мечтает о семье и становится заботливой женой. Людмила хочет выйти замуж за богатого человека, но ее мечты не всегда приводят ее к счастью. А Екатерина мечтает о карьере. И несмотря на все сложности, она добивается успеха. Это история о силе характера, о вере в себя и в свои мечты. Фильм нас учит, что даже если жизнь тяжелая и сложная, не надо сдаваться и опускать руки. Нужно продолжать идти к своим мечтам. А еще в этом фильме звучат красивые песни. Кстати, а у вас есть мечты? Очень будет интересно узнать об этом. Можете написать в комментариях. Я с большим интересом и удовольствием почитаю. А теперь 3-й фильм и последний на сегодня. Иван Васильевич меняет профессию. Это веселая комедия, которая остается популярной до сегодняшних дней. В этом фильме инженер Шурик создает машину времени. Что значит машина времени? Это такой прибор, который позволяет нам путешествовать в будущее или в прошлое. Так вот, представьте, Иван Грозный, царь, который правил в XVI веке. Он попадает в современную Москву. А обычный человек, живущий в XX веке, наоборот, отправляется в прошлое. В этом фильме очень много забавных, смешных моментов и ситуаций. Например, когда Иван Грозный, настоящий царь России, он не понимает, что такое электричество или телефон. Представьте его реакцию. Или очень забавно, как он пытается управлять своей новой страной. Этот фильм я вам очень его рекомендую. Он вам подарит очень много смеха и приятных моментов. Ну и, конечно, в этом фильме тоже звучат красивые песни. Вот такие мои любимые советские фильмы. Смешные, радостные и в то же время помогают понять русскую культуру, историю и жизнь в советское время. Если вы хотите лучше понять русский народ, я вам очень советую посмотреть хотя бы один из этих фильмов. А сейчас я с вами прощаюсь до следующего видео и желаю вам всего самого-самого лучшего.